Всем привет! Сегодня на обзоре у часового не совсем обычный фонарик. С другой стороны, когда обычные фонарики были у меня на обзоре, их обозревать вообще не интересно, либо же на них уже сделали обзор. А кто сделает обзор на фонарик Xiaomi, кроме меня? Конечно, никто, поэтому поехали. Первая претензия к данному фонарику. Во-первых, у него очень странное название. Человек, который давал ему название, получает зарплату, скорее всего, зря. Потому что у меня сложный пароль, который мне предлагает Android, намного проще, чем модель этого фонарика. Здесь просто рандомные 13 цифр и букв. Пока на этом претензии кончаются. Единственный вопрос, почему все на китайском. Итак, IP66 есть у нас водозащита, 600 люмен у нас выдает данный фонарик, весит 86 грамм. И вы скажете, обычный китайский фонарик. Обычный, да, не совсем. Давайте вскроем и посмотрим, чем же он интересен, кроме того, что его выпустила Xiaomi. Так, давайте заглянем внутрь. Вот так. И вот так. В общем, вот столько всего запихнули в ту маленькую коробочку. У нас есть крепление на голову, крепление на велосипед или на любую другую круглую или квадратную поверхность. 2. Об этой сумочке отдельно. 3. Крепление к креплению налобному. 4. Крепление к креплению налобному креплению, которое можно использовать для крепления на кепку. 5. И, наконец-то, сам фонарик. 6. Еще инструкция идет. Но тут именно тот вариант, когда только китайский язык. Но если фонарик интересный, нас такими штуками не испугать. Как видите, фонарик не совсем обычный. Давайте уберем вот эту защитную пленку. На ней написаны какие-то иероглифы. В общем, здесь написано: соберите основной блок, не смотрите прямо на светодиод, когда он включен. Довольно интересный отражатель, куча микрозеркал. Какой-то светодиод внутри стоит. Нет, не металлический, пластиковый, но он очень приятный на ощупь, пока мне нравится. Здесь у нас материал вот такой шероховатый. Я так подозреваю, это нужно для того, чтобы рассеивать свет. Type-C уже хорошо. Кстати, если вы заметили, для зарядки ничего нам не положили. Ну да ладно. Если еще приблизить, то видим вот такие вот надписи. Аккумулятор 650 мА, 6 Вт максимальная мощность, что бы это ни значило. Набор символов — это название модели. И также указано, что у нас один светодиод на 7 Вт, а 27 светодиодов на аж 0,1 Вт. То есть они потребляют 2,7 Вт, 27 штук, и один потребляет 7 Вт. Ну, в общем, это вся информация, которая есть. Естественно, указано, что здесь стоит литиевая батарея. И, конечно, вас заинтересовало, что же за странный мешочек в комплекте. Во-первых, это реально мешочек для того, чтобы все это можно было хранить. Во-вторых, это рассеиватель. Давайте сразу проверим, как данный фонарик крепится к тем аксессуарам, которые идут в комплекте. Написано было разбирать аккуратно. Вот так вот аккуратно мы его зацепили. Кстати, зацепляется довольно-таки надежно. Вообще ни люфтов, ничего нету. Я планирую попробовать его использовать, во-первых, как задний фонарь, а во-вторых, как передний фонарь на велосипеде. А для этого должно быть что? Правильно, он должен легко как одеваться, так и сниматься. Давайте попробуем. Назад отцепим. Отлично, отцепляется. А так как у нас инструкция полностью на китайском, нужно для начала проверить, работает ли вообще этот фонарик. Давайте попробуем включим. Включаем. Фонарик работает. А пока сделаем то, что делать нельзя, посмотрим прямо в фонарик. И я удаляюсь буквально на пару секунд, чтобы все подробно изучить. Как вы видите, фонарик совсем легкий, и я обнаружил не совсем обычный вариант крепления данного фонарика. Получилось это у меня случайно, я его снимал с велосипеда. Кстати, вот такое вот велосипедное крепление идет в комплекте. Проверил, оно удобно. Вот таким образом оно крепится на велосипеде. Света на среднем режиме вполне себе хватает, чтобы ехать не очень быстро. Фонарик закреплен, сам по себе, при его весе он ни при каких обстоятельствах выпасть не сможет. Снял я с велосипеда, почему-то не снял это крепление, иду гуляю с собакой, для того, чтобы он не падал, я его одел вот таким образом на палец, и это оказалось реально удобно для прогулок с собакой. Ну, можно сильнее зажать, на любой палец практически есть вариант крепления. Включаете вот такой вот рассеянный свет. И вот таким образом это все дело выглядит. На самом деле оказалось довольно-таки удобно. Я его одел, я его практически не ощущаю и гулял с собакой. Интересно, вообще встречаются ли фонарики с креплением на палец? Но вот этот вариант крепления, на мой взгляд, один из самых интересных. Если вдруг кто гуляет с собакой и приобретете такой фонарик, попробуйте, реально удобно. И так как здесь есть вот такая вот мигалка, я его цеплял как задний габарит на велосипед, и это довольно-таки удобно. Он довольно быстро снимается, ну, при желании можете не снимать, все зависит от того, где вы ставите велосипед. Снимается, одевается быстро, не знаю, насколько это его хватит при этом, но процесс крепления занимает буквально пару секунд. Продевайте через переднюю часть, немножко растягивайте, клац, он закреплен, никуда он отсюда вообще никак не денется. И что мне нравится, вот эта вот часть,
сделана также из мягкого силикона. Не из пластика, а из такого нескользкого мягкого силикона, и сидит он просто как влитой. Я попробовал использовать как основной фонарик, а вот таким образом он светит ночью. Этого света вполне себе хватает, чтобы передвигаться и не наехать ни на какое препятствие. С креплением на палец и велокреплением разобрались, поехали дальше. Также из интересного здесь вот такая вот сумочка, куда, собственно, вы складываете все компоненты данного фонарика. Но она также выступает в роли рассеивателя. Включаем вот такой вот теплый рассеянный свет. Здесь около 4000 кельвинов. Ложим вниз этого прозрачного мешочка, и вот такая вот лампа готова. И светит она довольно-таки прилично. Вот таким образом она светит, к примеру, на улице. В принципе, можно заморочиться, закрепить сверху, и будет вот такая вот лампочка. Так что вот такой вот неочевидный вариант использования мешочка. Первый раз такое вижу. Можно, во-первых, все туда сложить, а во-вторых, можно использовать в качестве такого себе рассеивателя. Мешочку однозначно зачет. Два неочевидных варианта использования фонарика я вам показал, а теперь давайте покажу, сколько же он светит в максимальном режиме. Учитывая, что корпус пластиковый, естественно, долго он в максималке светить не может. И вот таким образом это все дело выглядит. На 40 секунд он начинает терять яркость. Потихонечку теряет за 20 секунд больше, чем в 2 раза яркость. И эта яркость продолжает удерживаться, я даже не знаю, какое количество времени, потому что я 15 минут проверил, дальше мне стало не очень-то интересно, потому что просто села камера. А теперь давайте хотя бы приблизительно оценим, какая яркость в разных режимах. Потому что 600 люмен, я так понимаю, у данного фонарика это вот в таком режиме. Когда включен основной свет и рассеянный свет. Это, я думаю, 600 люмен. Так как зачастую вы будете пользоваться дальним светом, то давайте приблизительно оценим с помощью сравнения вот с вот этим вот фонариком Safirm SC18, где у нас режимы известны. 100 люмен первый режим, а второй 350. Итак, максималочка от Xiaomi и 350 от Safirm. Safirm приблизительно одинаково. Может быть 400 люмен, но не больше. То есть основной свет на максималочке выдает около 400 люмен. По ощущениям, средний режим приблизительно половина от максимального, то есть где-то 150 люмен. Немножечко ярче, чем 100 люмен у Сафирна. Понижаем дальше. И здесь мы видим немножко меньше, чем 100 люмен. Если в простых числах, то будем считать, что минимальный режим здесь 100 люмен, средний 200 и максимальный 400. Но 400 люмен вы сможете использовать всего лишь 45 секунд, поэтому два долгих режима: 100 люмен и 200 люмен. С яркостью разобрались. А теперь я хочу сказать об отражателе. Отражатель здесь отличный. Вот таким образом светит данный фонарик на улице. И, как вы видите, пробивает он довольно далеко. Да, если использовать только основной светодиод, то боковая засветка не такая уж сильная. Ну, вполне ее себе хватает. А основной луч пробивает довольно-таки далеко. Я даже удивился. Неплохой такой себе дальнобойный фонарик получается. И первый, и второй режимы на 100 на 200 люмен, как видите, вполне себе функциональные, так что им можно вполне себе пользоваться. Рассеянный свет у фонарика имеет температуру около 4000 кельвинов. Светит он приятно. И у него режимы получается около 200 люмен, около 100 и минимальные меньше 50 люмен по ощущениям. Да, здесь нет моих любимых режимов на 1, ну хотя бы 5 люмен. И это немножечко снижает универсальность, потому что довольно яркий фонарик. Еще вот в рассеянном свете более-менее. А в основном свете довольно яркий минимальный режим, и хотелось бы хотя бы 5 люмен. Несмотря на то, что у рассеянного света нет минимального режима, но те режимы, которые есть, они очень неплохо освещают даже на улице. Вот таким образом это выглядит ночью. И, как вы видите, на максималочке вполне себе хватает для того, чтобы осветить метров на 10. А вот когда я гуляю с собакой, среднего режима, который около 100 люмен, хватает, я бы сказал, с головой. И, конечно, максимальный режим включается как дальний свет, так и ближний. Как видите, получается хорошая и боковая засветка, и есть центральный пучок. Вот таким образом это выглядит ночью. Расстояние до конца аллеи около 40 метров, и, как видите, пробивает просто на ура, даже на среднем режиме. При этом угол засветки рассеянного света даже больше 180 градусов. Особенно хорошо это видно ночью. Как видите, реально больше 180 градусов. На мой взгляд, Xiaomi сделала ставку на универсальность данного фонарика, потому что не зря же к нему столько креплений в комплекте идет. Итак, второе интересное крепление – это крепление на кепку. Для того, чтобы воспользоваться креплением на кепку, делаем раз, делаем два. Крепится надежно, осталось закрепить только фонарик. Вот такой вариант крепления максимально удобный, потому что если закреплять фонарик внизу, то он мешает обзору, а сверху он не мешает. Естественно, максимально вниз вы светить не сможете, но при этом он максимально не мешает. Я пробовал с ним ходить, его можно вот так вот защелкнуть, и он вообще не ощущается на кепке. Нужно посветить, открыли, включили. Еще один плюс вот такого вот крепления сверху, никаких паразитных засветок в глаз. Вот таким образом это выглядит, демонстрирую на себе.
Удобно, абсолютно не мешает. Также это крепление может вращаться. Это может быть полезно, если вы крепите, к примеру, на сумку. Кстати, по налобному креплению, как видите, есть силиконовая полосочка, поэтому держаться будет надежно. Тут, собственно, ничего необычного. Как видите, закрепили, пользуйтесь. Стандартный вариант крепления. Раз, два, три, четыре, пять. 5 вариантов углов наклона. На голове это выглядит вот таким вот образом. Он практически не ощущается и вполне себе можно пользоваться как налобником. На мой взгляд, фонарик получился довольно-таки интересный. И если оценивать качество изготовления, то здесь у Xiaomi, как всегда, все сделано ровно, ничто ниоткуда не выступает. Там, где должен быть матовый пластик, он матовый, там, где прозрачный, он прозрачный. Единственное, конечно, если бы был корпус из алюминия, это был бы хороший плюс, он бы дольше мог светить в максимальном режиме. Хотя и цена, наверное, была бы дороже. А так он стоит без скидок около 25 евро. На мой взгляд, неплохая цена за такой набор аксессуаров. Замечание лично от меня: неплохо было бы добавить 5 люмен. 5 люмен в дальний свет, 5 люмен в рассеянный свет. Это было бы более функционально. Я уже говорил, еще раз повторюсь, заряжается он стандартно от порта USB-C. Я проверил емкость, вот такая емкость у меня получилась, чуть-чуть больше 600. Скорее всего, он разбирается, но при разборе у вас будут проблемы со сбором, скажем так. Потому что для того, чтобы разобрать, я так подозреваю, нужно вот эту вот часть отколупывать, поэтому я разбором заниматься не буду. Смысла замены аккумулятора в таких фонариках абсолютно нет никакого. Аккумулятор служит 3-5 лет, и этого вполне себе достаточно для таких фонариков. Лично я буду использовать данный фонарик, к примеру, на велосипеде в качестве мигалки, и когда я забыл основной свет, буду использовать в качестве основного света. Также буду использовать как запасной вариант, к примеру, на рыбалку в качестве налобника. А все почему? Потому что все аксессуары у нас собираются вот в такой вот мешочек. Мешочек закинул, и фонарик на всякий случай с разными вариантами использования у вас есть. И, на мой взгляд, в этом плюс данного фонарика, потому что можно на кепку нацепить, на палец, на велосипед, на голову. То есть максимально универсальный фонарик. И, кстати, по режимам он всегда включается в максимальной яркости. Не знаю, хорошо ли это плохо, вы включаете в максимальной яркости и дальше можете понижать. На мой взгляд, логичнее включаться с минимальной яркости и повышать. У данного фонарика запоминается только режим, а не яркость. То есть, если вы переключились, к примеру, в мигалку, то после выключения и включения у вас будет мигалка. А если вы перешли, к примеру, вот на дальний свет, сделали его максимально неярким, выключили, то при включении вы опять получаете максимальную яркость. Вот такие вот нюансы у данного фонарика. И есть подозрение, что кроме меня никто обзора на данный фонарик не сделает, потому что производителям не заявлены характеристики, и наобум брать фонарик, который может светить, может не светить, редко кто будет. Ну, а я решил вам рассказать, на мой взгляд, довольно интересный фонарик за вполне себе адекватный прайс. С учетом цены и количества аксессуаров и вариантов крепления, я данный фонарик крайне рекомендую. Нужен универсальный фонарик? Смело берем.